Ay, ay, ay. I like bitch who is your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay, I give her dick, she a man. Ay, she put her 10 on my dick. Ay, look at my wrist about 10. Ay, just got a pound of the booth. Ay, bought that shit straight to the booth. Ay, tell me my health is a fool's. Ay, she said one fuck, bitch, I do. Ay, you put a gun on my mans. Ay, I put a hole in your parents. Ay, I just got lean on my Subies. Ay, I got a Uzi, no Uzi. Fuck on me, look at me, ay, fuck on me, yeah. Look at me, look at me, look at me, yeah. Fuck on me, yeah. Look at me, yeah. Fuck on me. Всем привет, друзья! Извиняюсь за такой фон в кадре. Уличную запись решили не выкладывать, так как нет специального оборудования, шумоподавителей. И смотреть такую запись будет не очень хорошо. Много разговаривать про самокат не буду. Пройдемся по главным вещам. Цель постройки данного проекта — это упор на драг-заезды, в основном 0,60, 0,100 км в час. Самокат полноприводный, никаких упоров на задний привод мы не делали. И выключения переднего привода не будет. Все заезды делаются только на полном приводе. Не надо сравнивать его, когда спереди стоят докатки или же моторы 3-5 см. Здесь стоит спереди у нас большой мотор, 75 на 115 статоре. Он очень тяжелый. Начнем обзор. Это самого главного, это рама самоката. Это Dualtron Ultra. Первой версии от него остался один мангал и гусь. Рычаги уже сделались на заказ. Вот 12 колеса. Задние, передние. В данный момент стоят 11 колеса ПМТ 130 на низком профиле. Жилая стойка на данном самокате делалась на заказ. Также позволяет кататься на лежачих полицейских, очень быстро проезжать. Установлен свет Future 150 белым светом светит. Дальний, ближний, стробоскоп. Габариты передние. Зад. Подсветка отделки, упора. Также регулируется все с телефона. Установлен демпфер рулевой, без него здесь никуда. Скоростя высокие. Батарея призматики фирмы Kato 20S 72 вольта. Smart BMS антовской на 500 ампер. Сделаны под призматики проставки на 2 сантиметра выше. По моторам здесь их два, как и раньше говорил, самокат полноприводный. Изготавливал их на заказ Александр из Краснодара. Большой привет передаем тебе. Спасибо за такие моторы. Зад у нас 11 сантиметров шириной на 105 статоре. Перед 75 на 115 статоре. Вот данные моторы были сделаны ось эластомеров и выточены втулки, так как моторы широкие, не влазят. Зад также заменена ось эластомерная и втулки. По подвеске, значит, здесь мы ее не собирали еще. На видео, на замерах будет большой воблинг, иногда на ямках, на порывах ветра, так как спереду у нас неправильный трейл, мы это доработаем. Эластомеры есть у нас новые, ось есть, что переделаем эластомерную. Вот. Нам нужны были замеры сначала сделать, так как самокат неизвестно как ехал, и стоило либо делать подвеску дальше, либо нет. По тормозам здесь установлены перед-зад 4-поршневые Магура, 3 мм тормозные диски. Также на тормозах у нас есть отдельно выведена рекуперация. Перейдем к самому главному здесь. Без чего бы данный проект не построился и не было прикольных цифр. Это контроллер от компании Spinten.
Здесь установлены два штуки, наперед и назад. Steelbox Alio 85200, старое название на базе VESC, новое название 85250. Прикреплю ссылочку в описании. Также есть младшая линейка у них. Это Spintent Alio 80100, старое название, и в новом названии 80150. По настройкам контроллеров, задний контроллер это 210 ампер батарейного тока и 460 ампер фазы, 560 абсолюта. Перед у нас, значит, 100 ампер батарейного, 230 ампер фазы и 420 ампер абсолюта. Суммарно около 300 ампер батарейного тока и 700 ампер фазы. Очень крутые показания дают контроллеры. Также лучшие на рынке на данный момент. Лучше мы не встречали. Очень много контроллеров мы спалили тестами своими в прошлом году. И пока от данной компании контроллеры самые живые. Всех рекомендую их покупать. Контроллеры установлены под крышками, которые были изготовлены на заказ у 3D мастера Ильи. Привет Илье передаем. Тоже большое спасибо. Илья, кстати, собирал этот самокат, всю проводку в нем. Хороший мастер. Контакты также оставлю в описании. В крышках установлены кулера. Можно увидеть отверстия здесь. Блок подключения на них отдельно выведен. По показаниям кулера не пригодились, контроллеры холодные, быстрее нагреваются моторы. Так что можешь спокойно крепить контроллеры, не боясь гидеки, без всякого охлаждения. Никакие кулера не нужны. Даже в жару я вот наваливал минут по 30, по 40, там максимум видел 38 градусов, что ли. В целом самокат получился компактный, ничего лишнего нет в нем. Выглядит на электросамокат, как электросамокат. Сейчас перенесемся на замеры, сделаем пару заездов. Сейчас сделаем пару замеров на 0,60. Попробуем еще разочек. Из-за большого ветра 2,6, 6,1, 0 100.